don't know why you cry, but it's something I can never do. Друзья, приветствую вас во второй части обзора-разбора вселенной Терминаторов в честь 40-летия данной прекрасной франшизы. Если не смотрели первую часть, то сначала гляньте ее, потому как не поймете очень многое из сказанного и показанного в нашем сегодняшнем разборе. Ссылку оставлю в описании, ну или можете просто самостоятельно залезть в видеораздел. Напоминаю, что в этот раз все будет в корне иначе. После второго Терминатора случилось очень много неоправданных ожиданий и разочарований, но даже среди всего этого я таки смог найти и положительные моменты, хоть их было и немного. В этот раз без долгих вступлений, приятного просмотра и удачи нам всем! Терминатор 3. Восстание машин. Восстание машин обязательно начнется, если они еще хоть раз снимут такое говно. После того, как студия в 95-м разорилась, права на Терминатора перешли к другим ребятам. Позиция Кэмерона мне была не совсем понятна. Новые хозяева бренда хотели, чтобы Кэмерон снял и третий фильм. Сначала он вроде как тоже был не против. Переговоры и предпроизводство длились годами. Проект то и дело откладывался, а сценарии переписывались. Кэмерон был занят с Титаником. Арнольд, например, вообще не хотел сниматься в этом кино, если всем рулить будет не Кэмерон, и я его очень хорошо понимаю. Владельцы студии вообще имели идею фикс собрать всех актеров снова. Эдварда Ферланга, Линду Гамильтон и, конечно же, Шварценеггера. Переговоры велись со всеми. В итоге Ферланга подписали на роль, но он потом слетел из-за своих проблем с зависимостями. Сколько ты принял? Достаточно. А ведь смотри, было бы довольно неплохо, но, по крайней мере, получше, чем оно в итоге получилось. Мое субъективное мнение. Очень жаль, что парень снаркоманился. Наркотики – это зло. И в итоге его заменили на другого актера, который, кстати, лично мне не очень зашел вроде будущего лидера сопротивления. Гамильтон тоже хотела, чтобы Кэмерон всем занимался. Без него отказалась, плюс сценарий ей не понравился. Ну а сам Кэмерон, пока работал над Титаником, в итоге понял, что он уже создал два фильма, которые имеют законченную историю, и продолжать ему в Терминаторе нечего. Даже его друг, который сценарист первых двух фильмов и автор книг Уильям Вишер, поддержал в этом Кэмерона. Арнольд по этой причине отказался сниматься, но в итоге Кэмерон его уговорил попробовать сделать это без него, потому как просто невозможно представить Терминатора без Арнольда. Это то, чего хотят зрители. Также посоветовал ему запросить у студии за свою работу не меньше 30 миллионов долларов. Это просто рекордный гонорар в начале нулевых. Ну и также у фильма был охрененный бюджет. Еще у Арнольда в тот период проходила подготовка к предвыборной кампании, и также проходила сама эта кампания, и он просто физически не мог покидать Лос-Анджелес, а по плану часть съемок должна была проходить еще и в Ванкувере. Пришлось от этих 30 миллионов немного откусить, но студия приняла условия Арнольда, ванкуверские съемки запланировали перенести в Лос-Анджелес, и работа началась. Подытожим. Терминатора 3 снимал другой человек, сценарий писал другой человек, музыку писал другой человек. Ключевые актеры по каким-то причинам не выступили на ключевых позициях. От того успеха, который был у первых двух фильмов, остался только один Арнольд Шварценеггер и команда, которая делала спецэффекты. Вот с этим у фильма проблем нет. Арнольд работал просто на износ, он держал себя в форме, совмещал съемки с работой над своим будущим губернаторством. На перерывах между дублями он шел в специально сконструированный для него трехэтажный по высоте трейлер с тренажерами, чтобы он выглядел в свои 56, как на съемках первого и второго фильма без применения графики с мускулатурой. Выполнял самостоятельно много трюков, и это после операции на сердце. Да этот мужик просто Терминатор, помноженный на вечность. Вот кто это, блядь? Киборг, блядь. Специалисты по спецэффектам также шикарно поработали. Глаза даже имели несколько раз возможность порадоваться увиденному. Ну и все, больше плюсов у этого фильма нет. Итак, глава 4. Ну уж нет, это я вот так просто не оставлю. Далее выражаю сугубо мое мнение. Новый актер на ключевую роль Джона Коннора – мимо. Музыка в кино полностью мимо. Атмосфера – мимо. Потому что с количеством шуток и приколов, которые включает в себя этот фильм, ты не чувствуешь того, что персонажи попадают в серьезные и сложные ситуации. Фильм просто невероятно скоротечен. Это тупо фильм действия без какого-либо философского или этического подтекста. Персонажи не раскрыты, но юморят до хрена и больше. Ну просто, ребят, вот давайте сами загибайте пальцы, посчитайте количество шуток на 1,5 минуты хронометража. Нет, мозг не травмирован.
Да, спасибо, я знаю. Сара Коннор, взрыв Кибердайна, Асталависта Бэйби ни о чем не говорит? Это был другой Т-101. Что у вас там, серийное производство? Конечно. Кэтрин Брустер, у вас есть травмы? Чтоб ты сдох, урод! Невыполнимая команда. Один из рецензентов тех лет выразился, что в фильме даже диалоги как в комиксах, и я с этим согласен, потому что я прочитал достаточно много комиксов по Терминатору для производства этого видео. Фильм просто невозможно смотреть так, как первые два, невозможно разбирать его плюсы, невозможно его хвалить. Это просто типичная развлекуха на один вечер, которая уж точно не попадет в твое сердце и не останется там до конца дней твоих. Но, ребят, окей, пару фрагментов мы таки затронем. Начинаются вступительные титры. Никакого эпика, никакого погружения зрителя в атмосферу. Джон Коннор. Ну серьезно, вы вот сами-то считаете, подходит этот чувак на роль лидера сопротивления? Органичен ли он в ней? Верите ли вы в то, что сейчас перед вами великий Джон Коннор? Ну вот оно и началось. Она увеличила себе грудь. А толку, что ты их увеличила? Все равно ты полицейского этого грохнула и пистолет себе забрала. В этом жесте с грудью был бы какой-то смысл только в случае, если бы ты его соблазнила как-то, чтобы он передумал тебе штраф выписывать, потому что ты красивая такая вся. Зачем это было делать? 56 лет. Мое почтение. Вот этот терминатор, выбежавший из джунглей, помноженный на вечность, нахуй. Естественно, первое, что нужно сделать, это приодеться. Все по заветам Барни Стинсона. Именно с этой целью наш герой отправляется в бар. Да не просто в бар, а в стриптиз-бар. Хорошо, хоть эту шляпу он у него не забрал. Очки. Ну, вот так нас в атмосферу этого фильма сразу и погрузили. Все поняли, какой жанр мы сейчас смотрим. Во имя всего святого, да что это за терминатор такой? Научно-фантастический боевик. Так как даже эти фильмоделы понимают, что градус всегда нужно повышать, противники должны становиться опаснее, чем они были в прошлых фильмах. Здесь они эту особу сделали уже смесью жидкостей плюс эндоскелета, плюс еще и добавили возможность удаленно управлять и перепрограммировать технику. Но как по мне, то, что у нее имеется скелет, чего не было у беспозвоночного Т-1000, дает героям преимущество, потому что такого терминатора грохнуть проще, он уже по идее по каплям не соберется. Но в итоге в конце так и вышло. Ее сначала располовинили, потом взорвали. Классный вот этот был фрагмент, прям понравился мне. Жест с рукой продавцу — это не смешно. Арнольд с гробом — неплохая задумка, да и реализовали вроде бы неплохо. Пуля во рту — это вообще выше всяких похвал, в кавычках. Не делай так. Идея вернуть на 30 секунд доктора Зильбермана – это бред сумасшедшего. Я, наоборот, всегда за камео, но здесь оно не оправдано вообще. Допустим, так совпало, что на нейтрализацию вооруженных террористов они сразу позвали психолога, чтобы он оказывал ментальную помощь заложнице. Это ведь совсем не опасно для его жизни находиться рядом с местом, где работает спецназ, но он же сразу начал рассуждать и вспоминать о том, что ему что-то там где-то показалось, что он вспоминает это много лет, как бы напоминая нам, зрителям, о тех событиях в больнице. Такие порой мерещатся вещи немыслимые, дикие. Иногда даже нужны годы, чтобы забыть. Допустим, он врач-психотерапевт. После того, что произошло во втором фильме, убедил себя в том, что ему это просто показалось. Но какого хрена ты сразу начал это вспоминать при девушке, которой ты должен оказывать психологическую помощь? Если тебе тот случай до сих пор в кошмарах снится, то это тебе нужна психологическая помощь. Короче, самое бесполезное и глупо реализованное камео. О, она еще и циркулярку может делать. Слушай, ну вот объективно, если я буду делать ремонт, она будет первой, кого я позову на помощь. О, теперь еще и огнемет. Их драка совершенно лишена эмоций и химии. И это, что такое? Это то, что с поклонниками Терминатора сделали создатели этого фильма. Ребят, если хотите посмотреть шикарно поставленный экшен в санузле с участием Шварценеггера, гляньте лучше офигенный боевик «Правдивая ложь», который как раз Джеймс Кэмерон и снимал. Это, к сожалению, был последний фильм, над которым Арнольд и Джеймс вместе поработали спустя пару лет после второго Терминатора. Ну вот, голову оторвали, да. Мне его не жалко, мне на него похуй. Жалко это когда вот так.
Уйди от меня! Процессор Вылезайте! поврежден. Скорее! А я ведь слышу совсем другое. Не смотри это кино! Выключай! Скорее! Ну и нашему терминатору в этом фрагменте оставили кожаный рот, чтобы он мог сказать им фразу. Я вернулся. Я главный. Господи, ничего кроме смеха, ты главный. Ну как скажешь, парень, как скажешь. Доктор Зильберман, у нас, кажется, новый пациент. Ну как, братцы, есть у кого-то после просмотра этого фильма ощущение, что он главный? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вот по вашим ощущениям, после просмотра этого фильма из этого Джона Коннора, которого нам показал режиссер, мог бы получиться великий лидер сопротивления или нет? Интересно ваше мнение, спасибо. Все, хватит уже с этим фильмом. Рони, стоп. Не-не-не-не, не надо. Уведите отсюда нахрен этого дебила. Через час. Мы будем... Пошел отсюда. Ну песню в финальные титры вставили неплохую, она у меня еще даже на аудиокассете была. Что ж, с 2003 по 2009 вышло совсем немного комиксов. Есть такое ощущение, что после третьего фильма у многих опустились руки. Возможно, решили, что Терминатора уже нужно хоронить, и мало кто брался за что-либо в этой вселенной, потому что считали ее уже коммерчески невыгодной. Компания Dark Horse порадовала только вот этим одним, ну и парочка других компаний подарили нам всего лишь парочку проектов. Игры всего 2 штуки, в натуре всего лишь 2. Обе связаны с третьей частью фильма. Одна называлась Терминатор 3. Война машин. Вышла в конце 2003 года, полный провал, бессюжетная какая-то штука, вообще непонятно для чего сделанная. Команда на команду, нужно захватывать базы и набирать больше очков за отведенное время. У кого очков больше, та команда и победила. А вот вторая называлась Терминатор 3 The Redemption. Вот эта штука повторяет сюжет фильма от лица Терминатора Арнольда, но основная фишка этой игры это то, что помимо уже увиденного в кино, мы переживаем много моментов, которые в фильм Терминатор 3 не попали. Игра служит дополнением к фильму, где мы можем увидеть даже первые секунды с момента, как Терминатора перепрограммировали после того, как тот в кат-сцене грохнул Джона Коннора. Генерал, что вы делаете? Отойди в сторону. Полегче, полегче. Это работает. Приказ Коннора. Джон мертв. Мертв? Это создание убило его. Ты понимаешь, что ты сделал? 62 секунды назад я был активирован. 14 секунд назад я сел на этот стол. Да я тебя, генерал, не надо. Он был перепрограммирован. Джон был прав. Машина. Это все, что они из себя представляют. Смотри, какая у тебя миссия? Вернуться назад в 2003 год и убедиться в выживании Джона Коннора и Кэтрин Брустер. Генерал, это наша единственная надежда. Да, я напомню, если забыли, по сюжету в Терминаторе 3 Джона Коннора в будущем убивает именно тот Терминатор, которого отправили вот в 2003 год, Арнольда Шварценеггера. Он его там в будущем убил, его перепрограммировали и отправили в 2003 год обеспечить выживание Джона Коннора и Кэтрин Брустер. Поскольку он к моделям моей серии испытывал теплые чувства в силу пережитого в детстве, я легко исполнил задуманное. Что ты сказал? Я убил тебя. И в этой вот самой игре нам как раз показали момент, где он убивает Джона Коннора. В игре очень много экшена и погонь, и вроде бы за пару уровней ты привыкаешь ко всем механикам, но механики эти довольно неплохие. Даже есть кнопка, которая позволяет вкидывать фразы, сказанные Арнольдом в фильме. Terminated. No problem. Плюс игра еще и достаточно сложная, что мне прям отдельно понравилось. Графика прям отличная. Арнольд, как всегда, идеален. Сюжет ни для кого не сюрприз. В игре появляются кадры из фильма, выступают они в роли кат-сцен, что тоже вполне нормально для тех лет. Но было бы вообще идеально и прям взорвало бы игровую индустрию, если бы они не выпускали кино, а сделали бы вот такую игру по типу Quantum Break или Алана Уэйка, где реальные актеры в реальной съемке играют всех персонажей, и данные материалы используются как кат-сцены. Реально был бы просто взрывной проект, пусть это было бы типа аттракциона, типа того, что Кэмерон снял для парков Universal, но только пусть бы это было домашним аттракционом, потому что к Терминатору 3 сложно относиться серьезно как к какому-то неотъемлемому куску вселенной, и черт возьми, это не только мое мнение, друзья. У всех, конечно же, свое мнение, но даже создатели последующих 2 фильмов «Генезис» и «Темные судьбы» в своем продолжении игнорируют существование этого фильма и продолжают снимать историю, будто бы после событий
второй части Кэмерона. К этим фильмам мы подойдем чуть позже. А вот в виде подобного проекта оно бы и индустрию взорвало, и вызывало бы гораздо меньше вопросов и негодований у зрителей третьего фильма. Конечно, об этом легко рассуждать уже вот сейчас, спустя 20 лет. Просто мое мнение, что это было бы идеальным вариантом. Вот эту игру я таки рекомендую пройти всем фанатам Терминатора. Она даже несколько раз подожжет ваши жопы из-за своей сложности, так что тем, кто любит пожестче, она точно зайдет. А вот изюминкой этого самого периода внезапно стал телевизионный сериал, который лично меня очень порадовал в те годы, да и вот даже сейчас, когда я его пересматривал. «Терминатор. Битва за будущее». В оригинале он называется «Хроники Сары Коннор». Несмотря на то, что там не было Шварценеггера, также ни одного знакомого нам актера из оригинальных фильмов, все новые актеры просто идеально подходили на свои роли. Джон, Сара. Этот парень, сыгравший Джона Коннора, вообще просто умница. Гораздо лучше и органичнее, чем Ник Стал из третьего Терминатора. Лина Хиди, которую вы, скорее всего, больше знаете как Серсея Ланнистер из «Игры престолов», просто офигенно отыграла Сару Коннор. Вот эта вот актриса Саммер Глоу, я после «Светлячка» и «Миссии Серенити» ее до сих пор очень люблю. Точно так же офигенно сыграла здесь совершенно нового персонажа, которого прежде в «Терминаторах» не было. Сериал очень правильно поступил с тем, что полностью проигнорировал существование третьего фильма и просто продолжил историю Джона и Сары аккурат после того, как они расхреначили, как они думали, Скайнет в 1997 году, потопили в раскаленном металле двух терминаторов и продолжили себе дальше существовать. Но оно и так было понятно, что для служителей закона они беглые преступники плюс убийцы, ведь Майлз Дайсон был взорван вместе со Скайнетом. И история как раз об этом, о том, что Скайнет продолжил на них охоту. Сопротивление также продолжило сопротивляться, иначе оно бы не называлось сопротивлением, и тоже посылало из будущего помощь для наших героев. Ребят, просто посмотрите, сериал вам сам все расскажет, я вам тут лишний раз спойлерить ничего не хочу, а там очень дохрена достойных сюжетных твистов. Поверьте, это лучшее, что на сегодняшний день снимали после второго Терминатора в этой самой вселенной. Я серьезно. А вот касательно разговоров о том, что Терминатор без Шварца не Терминатор, так если фильмоделы адекватно по сюжету обыграют отсутствие этого персонажа, то у зрителей даже вопроса возникать не будет, а почему нет Арнольда. В общем, друзья, вы кайфанете. Отличный вариант продолжения истории, я бы даже сказал, естественный и единственно правильный. Хорошие для тех лет и съемок для ТВ спецэффекты, сюжетных сюрпризов также вагон, никаких неуместных шутечек. Терминаторы прям терминаторы. Все как надо, без соплей. Убийцы хитрые, умные. Один вот момент из первой серии вам сейчас покажу, расскажу. Просто заходит чел, говорит: ваш учитель заболел, и я на замене. Начинает перекличку, попутно под столом делает у себя в ноге глубокий разрез, и когда слышит нужное ему имя, достает оттуда пистолет и начинает гасить. Помню пилотный эпизод, меня вот этим настроением вообще порвал в хорошем смысле этого слова. Авторам очень низкий поклон, нашли способ сделать хорошо. Пару минут действительно полезной информации. Дорогие друзья, как вы думаете, что это такое? Вот ваша первая мысль. Напоминает какой-нибудь одеколон. Один мой товарищ даже предположил, что там очередной фитнес-браслет наподобие Mi Band. Но нет, в данный момент ко мне заехала компания Kinera с их новейшим продуктом. Серьезно, прошло буквально пару недель с момента старта продаж. Это наушники с названием Wyvern Kin, по-русски Виверна Кин. Названы они были в честь мифологического существа из древнего китайского фольклора, но сейчас не об этом. Но некоторые из вас сейчас определенно скажут: 2024 год, какие еще проводные наушники, о чем ты вообще? Уже все давно перешли на вариант с Bluetooth. Так я вам вот что скажу. У меня огромное их количество, и в данный момент, и было за всю жизнь. Все всегда зависит от сценария использования, но лично я уже много лет и до сих пор отдаю предпочтение именно проводным ушам, потому как меня интересует качество, надежность, стабильный сигнал, ну и отсутствие необходимости в постоянной зарядке. В беспроводных наушниках идеальный сигнал довольно сильно зависит от отсутствия препятствий, таких как грубый чехол смартфона, были и такие случаи, рюкзаки, например. В людных местах это множество Wi-Fi точек доступа и другие Bluetooth устройства, работающие на такой же частоте. Также важно помнить,
помнить, что по Bluetooth сигнал передается с предустановленными настройками эквалайзера, что позволяет начать слушать любой формат музыки с идеальной конфигурацией волны, но это является также и недостатком, потому как становится невозможным сделать настройки сразу для всех видов музыки. В итоге в одних наушниках мы имеем отличные басы, в других средние и высокие частоты, но какие-то вообще все сваливают в кашу. То есть под каждый тип музыки приходится выбирать свою модель и производителя. Так что, ребят, хоть беспроводные уши и набрали такую нехилую популярность с момента их появления, ни в коем случае нельзя списывать со счетов проводной вариант. Особенно стоит уделить внимание данному представителю с точки зрения качества звука и визуальной составляющей. Эти ребята определенно имеют стиль. Черный провод в гармонии с синим цветом, они напоминают какой-то драгоценный камень или минерал, например, садолит или лазурит. Есть еще темно-зеленая версия без микрофона, с белым проводом, тоже какая-то аналогия у меня с сапфиром или зеленым гранатом. Также в комплекте идут 3 размера насадок, чтобы они наверняка сидели комфортно буквально в каждых ушах, будь вы терминатор, заяц, ну или хотя бы человек. А насчет самого главного, то есть качества звука, вы знаете, что невозможно вот так на видео поставить вам этот звук. Я скажу просто, что в данной ситуации с данным продуктом инженеры ориентировались на кривую Хармана 2019 года для внутриканальных наушников. Кто не в теме, что это, пожалуйста, погуглите. Сама тема, как и исследования, которые проводились, довольно интересна. Если вкратце, взяли 71 слушателя, 36 подготовленных, 35 неподготовленных и 30 моделей внутриканальных наушников для теста. И как вы уже поняли, большинство оценили именно звучание кривой Хармана, как более сбалансированное, более ровное и натуральное с хорошим частотным балансом. Ну и плюс мое личное мнение, они сейчас определенно должны стоить дороже, чем за них хотят ребята из компании Kinera. Они мне подарили высокую громкость, плотность и отсутствие каши, чего не так просто добиться при высокой громкости. Друзья, спасибо за внимание, ссылка в описании, вы прекрасно знаете, что с ней делать, ну а мы возвращаемся к Терминатору. Всем приятного просмотра. Да придет Спаситель. Или не придет. В 2009 году кинокомпания Halcyon Company прикупили права на франшизу и сняли хороший фильм «Терминатор Salvation». В оригинале у нас в прокате он выходил с переводом «Да придет Спаситель». Этот вот фильм должен был стать началом новой трилогии о Терминаторе, но эта самая компания подразорилась чуток и объявила о банкротстве. В итоге 2 продолжения были отменены. К большому сожалению, на мой взгляд. Потому что вот это кино показалось мне очень неплохим и самым правильным полным метром после второго Терминатора и до сегодняшних дней. Да-да, я считаю, что вот этот фильм куда круче, чем все, что выходило после второго Терминатора. Я сейчас говорю именно о полнометражных фильмах, сериал мы не трогаем. Начнем с того, что Джона Коннора играет сам Кристиан Бейл. Играет взрослого, крутого и уже сформировавшегося лидера. Фильм никак не хочется сравнивать с работами Кэмерона, потому что здесь принципиально другой сеттинг. Это первый фильм, где нам от начала и до конца показывают события будущего и серьезную, опасную войну с машинами. Такую, какой она должна быть. Но был в фильме еще один шикарнейший бонус. Это Сэм Уортингтон и его актерская игра. Чувак, которого на эту роль посоветовал никто иной, как Джеймс Кэмерон. А знаете почему? Потому что он уже успел поработать с ним на съемках своего первого «Аватара», который, кстати, также вышел в 2009 году, как и «Да придет Спаситель». Мне тогда было 19 лет, я на тот момент этого чувака вообще не знал. Не видел вроде бы ни в одном фильме. У него была интересная роль, и вместе с Кристианом Бейлом они это кино таки затащили. Причем затащили так, что я действительно хотел продолжения. Только бы еще раз на них в этих ролях посмотреть. Ну что ж, а теперь мы по этому фильму пробежимся, и я поясню детальнее, почему он мне понравился. Нас встречают титры. Музыка менее эпичная, более шаблонная для чего-то героического, отважного и так далее. Но под конец нас ждали знакомые нотки.
Но это приветствие поинтереснее, чем было в третьем термике, где просто на черном экране нам писали имена всех вовлеченных. Стартует знакомство с первым героем этого фильма по имени Маркус, которого как раз и играет Сэм Уортингтон. Маркуса ожидает смертная казнь за неозвученное преступление. Известно только лишь то, что... Мой брат и 2 полицейских погибли из-за меня. Виноват он в чем-то или нет, но на лице у этого человека лично я вижу полное раскаяние. К нему в камеру пришла девушка и предложила завещать свое тело на некую помощь науке после смертной казни. Если подпишете документ, то ваше тело послужит кому-нибудь во благо. Не каждый имеет шанс на жизнь после смерти. Он согласился. На документе с подписью мы сразу видим знакомое название предприятия, которому тело Маркуса и достанется. Ну и далее все происходит. Перемещаемся в будущее. Сегодня для нас это уже прошлое. 2018 год, идет война с терминаторами во всей красе. Ну и второй наш главный герой, или первый, короче говоря, один из двух, не нуждается в особом представлении, и повторюсь, я очень рад выборам актера на эту роль. Мне кажется, она ему идет. Как и подобает настоящему лидеру, он ведет свой отряд на выполнение одной из миссий, которая должна приблизить конец Скайнета. Здесь они находят мертвые тела, включая тело Маркуса. Его так мельком показали. Также обнаружили и клетки с пленными, которые собирались направить в центре киборгизации. И пока айтишник рылся в данных Скайнета, Коннор заметил нечто знакомое. Стоп. Т-800. Новый терминатор. Все, как ты говорил. Когда Джон поднялся наверх, он увидел, что те, кто ждал его наверху, были мертвы, а летательный аппарат Скайнета только взлетел и собрался удрать с живыми людьми у себя на борту. К сожалению, попытка преследования сорвалась, плюс на него вдобавок напал кусок Терминатора. Бесконечно радует, что это кино следует канону. Терминаторы опасны. Даже одна его половинка способна доставить тебе кучу проблем, даже если ты лидер сопротивления. Маркус приходит в себя. По его реакции можно понять, что он в ахуе. Но если ты голый, правило номер 1 – нужно добыть себе одежду. В это время Джон Коннор вместо того, чтобы вернуться на базу согласно плану, приказал изменить курс и двинуть в штаб командования, который находится на подводной лодке. Они там у себя под водой не особо торопились принимать Коннора на борт, поэтому, чтобы у них не осталось другого выбора, он просто прыгнул в воду. Ну что тут сказать, упертый парень. Опускать они его не хотели, потому что у Коннора были вопросы, на которые они не хотели отвечать, но в итоге раскололись, что благодаря их рейду они расшифровали код Скайнета, короткие волны, которые машины используют для связи между собой, и в итоге надеются взять управление ими под свой контроль. В теории. Как будет на практике, пока что хрен его знает. И Джон, конечно же, предложил им лично проверить этот вариант. Я проверю и узнаю. Этот актер, Майкл Айронсайд, просто шикарен. Харизма так и прет из всех щелей. Кстати, если кто не в курсе, он озвучивал Сэма Фишера из Splinter Cell. Stay quiet. You don't want your life to end in the boys' room. I want you to answer some questions. Stay quiet. You don't want your life to end in the boys' room. I want you to answer some questions. Перед тем, как уйти, он добавил, что наступление через 4 дня. Оказывается, они также перехватили список ликвидации Скайнета, где было сказано, что все из этого кабинета должны быть убиты до конца недели. И сам Коннор также под номером 2 в этом списке. Кто под номером 1? Ну и пора, конечно же, вводить в фильм очередного старого доброго персонажа. Какой-то гражданский. Кайл Рис. Сара записывала ему инструкции и рекомендации. Ох уж эти мамы. Должна ли я рассказать о твоем отце? Отправишь ли ты его в прошлое защищать меня, зная, что он твой отец? Кстати говоря, у Джона в этом фильме есть беременная подруга, с которой он обсуждает поиски Кайла Риза и способ проверки взломанных кодов Скайнета, чтобы брать их под контроль. Не будем забывать и о Маркусе, у которого как раз состоялась первая встреча с Терминатором. Эй! Вот только он понятия не имел, кто это такие. Просто очевидно, что он все это дело проспал. Его спас какой-то паренек. Небольшой спойлер, это Кайл Рис. Иди за мной, если хочешь жить. Блин, он эту фразу говорит вообще всем. И теперь уже все эту фразу говорят всем. Кайл Рис – человек, запустивший флешмоб под названием «Пошли со мной, если хочешь жить». Это символ сопротивления, а ты явно не из сопротивления, так что снимай. Снимай, живо! Навел ствол. Будь готов спустить курок. Я еще раз спрашиваю. Что за хренотень? Терминатор, Т-600. Ну вот и познакомились. А эти все-таки поймали какого-то мелкого и убедились, что схема рабочая. Будут брать на вооружение. Стоит прервать и... Настрой передатчик, испытаем на чем-нибудь покрупнее. Пока Маркус и Кайл ждали рассвета, первый научил второго отличному фокусу, чтобы у него больше ни одна падла не могла отобрать оружие. Отнимай.
фокус. Но и заодно починил старое радио, чтобы они могли услышать обращение Джона Коннора к каждому, кто еще остался жив. Мы сражаемся со Скайнетом уже давно. Очаги сопротивления есть по всей планете. Вооружение мощное, но Т-600 тяжеловесные и неповоротливы. Их нейроцентр наиболее уязвим с тыльной стороны. Вонзив нож в эту область, вы частично парализуете робота, хоть и ненадолго. Скайнет атакует, но наш удар будет сильней. Это Джон Коннор. Джон Коннор. Надо его найти. Мне нравится, как здесь демонстрируются эти пустоши и города, разрушенные войной, да и фильтры на монтаже применены очень неплохие, погружают тебя в атмосферу. Кайл уговаривает рвануть в сторону штаба сопротивления, но Маркусу зачем-то надо именно в ту сторону, где тусуется Скайнет. Северный сектор до Сан-Франциско целиком под их контролем. Там сердце Скайнета. Я кое-кого ищу. Пойми, там слишком опасно. А здесь рай земной. Машина завелась и заиграла музыка. Эту песню брат часто слушал. Блин, этот чувак просто офигенно играет. Вот он это сейчас проговорил, и я ему верю в том, что он вспомнил брата, который, как нам сказали в начале фильма, погиб по его вине. Слишком долго они стояли, трещали, их выпалил разведчик. Встретились им по дороге ребята, которые не хотят лезть к Скайнету, потому что считают, что воевать с машинами бесполезно. Что вам надо? Горючего? Нам и самим не хватает. Навел ствол. Будь готов спустить курок. Кстати говоря, вот это сейчас была единственная шутка за весь фильм, потому что авторы этого фильма очень правильно выкупили, какой должен быть тон и настроение у фильма с названием «Терминатор», в отличие от создателей фильма «Терминатор 3». Пока они тут мило беседовали, к ним, хрен его знает, судя по всему, подкрался вот этот совершенно неприметный пятиэтажный робот, который начал выхватывать людей одного за другим. Все начали драпать во все стороны, но ни у кого не вышло, а у Скайнета сейчас не было цели их убивать, они хватали людей в плен, но Маркус не был бы Маркусом, если бы у него не созрел план, как эту огромную дуру завалить. Все очень красиво с точки зрения визуала они провернули, но на практике оно ни хрена не сработало. О, и еще отдельно спасибо создателям этого фильма за то, что они придумали вот этот вид мототерминаторов. Очень классная, на мой взгляд, задумка. Быстрые, ловкие, отлично чувствуют себя на дороге. В этой погоне их было аж 3 штуки, и каждый такой мотоцикл они грохнули 3 разными способами. Но несмотря на приложенные усилия, Кайла и девочку все равно хватают. Маркуса почти завалили, но самолеты сопротивления, которые вылетели на подозрительную активность в этой зоне чуть ранее, вовремя вмешались и никто не пострадал. Маркус приходит в себя и двигает в сторону катапультировавшегося пилота, который девушка. Как тебя зовут? Блэр Уильямс. А тебя? Меня Маркус. Можешь отпустить меня, Маркус. Ну вот и познакомились. В очередной раз он говорит, что идет туда, где тусуется Скайнет, но его в очередной раз отговаривает уже другой человек. Пошли лучше со мной на базу. Возможно, Коннор поможет. Если хочешь воевать с машинами, именно с ним и надо говорить. Далеко база? Пешком день-два. Что ж, ее впереди ждет отличное кардио. И она уговорила его пойти с ним. Какого черта, Маркус? Ровно с теми же аргументами совсем недавно выступал Кайл Рис. Но я тебя не осуждаю, брат. Я все понимаю. Тем более, видишь, между ними уже какая-то химия зарисовывается. Смотри, как они друг на друга смотрят. Конечно же, в этом мире, как и в любом постапокалипсисе, вместо того, чтобы людям перестать заебывать друг друга, объединиться против общей проблемы, всегда находятся какие-нибудь долбоебы типа рейдеров, у которых здравый смысл просто ушел из мозгов. Маркус в соло разъебал сукиных детей. Рихтер! Не бойся. Я просто погреться. Я просто погреться. Ну, конечно, давайте, рассказывайте, как вы просто хотите погреться. У тебя мощное сердце. Как я люблю этот стук. Вот после этой фразы я, когда первый раз смотрел, задумался, кто же такой Маркус и что с ним сделал Кибердайн. Он же не просто так по внешке совсем не изменился с тех самых пор, когда в начале фильма его показывали в тюрьме. И он ведет себя так, будто бы понимает, что с ним что-то не так, но он не понимает, что именно, поэтому и хочет дойти до Скайнета, чтобы узнать, что именно. Вы спросите, откуда он изначально знал, в какую сторону идти? Ведь он пропустил судный день и вот только сейчас первый раз увидел терминаторов. Небольшой спойлер, его туда просто тянет.
тянет. Он будто бы знает, куда ему нужно. Актер очень классно передает нам все эти эмоции человека, который ничего не понимает, который ищет ответы и который боится. Боится того, что не знает, что с ним. И вот когда она сейчас заговорила за сильное бьющееся сердце, я все-таки немного подуспокоился, потому что подумал, ну, раз есть сердце, значит все-таки он человек. Кристиан Коннор тем временем выбрался со своим другом проверить, работает ли их новый прием на машинах покрупнее, плюс на территории Skynet. Работает. Коннор с радостью сообщил эту новость в штаб к своим начальникам и в процессе узнал, что те вообще не собираются эвакуировать оттуда людей, а только лишь собираются расхреначить все, что там есть. Не будет никакой эвакуации пленных. Сравняем с землей. Как же так? Докладываю! Центр Скайнета забит живыми людьми! Это война, Коннор. Без жертв не обойтись. Уж вы-то должны знать. Конечно, Коннор их это решение нахуй вертел. Кстати говоря, о людях. Они долетели благополучно, выгрузились и им быстро дали понять, что любые попытки сбежать будут смертельно пресекаться. Это наши. Мины магнитные. На нас нет столько металла, чтоб сработали. Мины, которые срабатывают только на терминаторов, это отличная идея. И опять, посмотри на Маркуса. Он идет и будто боится каждого шага. И это таки случилось. Я четко помню себя в 2009-м, как я был огорчен и расстроен. Я думал, блин, ну какого черта, Маркус такой классный чувак. И в итоге все-таки робот. Но какой-то не такой, да, это очевидно. Но это, блин, робот. А значит, его, скорее всего, убьют. А я хотел, чтобы он был в добром здравии, потому что мне понравился этот персонаж. Я в восторге от игры Сэма Уортингтона. Ну а как же сердце, которое бьется? Дальше еще интереснее. Очень хорошо выдерживают интригу, рассказывают зрителю о том, что видят, смотрят на это. Кто-то просто в ахуе, кто-то прям с болью в глазах, особенно девчонка вот эта. Маркус ведь ей понравился, это очевидно. Кто тебя создал? Меня зовут Маркус Райт. Думаешь, ты человек? Человек? Я тебя знаю. Слышал твой голос по радио. Ты Джон Коннор. Еще бы ты не знал. Тебя послали убить меня. Это полная чепуха. Блэр сказала, ты поможешь найти кое-кого. 2 дня назад я знать про тебя не знал. Нет. Коннор на эмоциях говорит, что это он пытался убить его мать, убил его отца. Мы с тобой начали эту войну еще до своего рождения. Ты пытался убить мою мать, Сару Коннор. Ты убил моего отца, Кайла Риса. Но меня ты не убьешь. Но, скорее всего, здесь он обращался к нему как к собирательному образу таких вот терминаторов класса лазутчик. Ну или же он таким образом хотел обратиться напрямую к Скайнету через Маркуса. На что сразу же получает ответ о реальном местонахождении Кайла Риза в настоящий момент времени. Кайл Рис сейчас в перевозчике, который летит к Скайнету. Всех погрузили в транспорт, он один остался. Не он, Блэр. Оно осталось. Не будь наивной. Оно спасло меня. Что теперь будет с ним? Прикончат, да? Я знаю, что он нам не враг. Ну, вот да. В утилизационном лагере Скайнета продолжается инвентаризация мяса. Видимо, под руководством Тиля Линдмана из группы Рамштайн. Уж очень знакомые спецэффекты и декорации. Кайл Рис прячет себе железяку под рукав, но так как он является целью номер 1, Скайнет выхватывает его из толпы сразу, как только идентифицирует. За моего брата. Да что ж вы делаете, твари? Мне его жалко просто пиздец как. Ну ты посмотри на него. А после ее выстрела видно, что он хотел заорать сейчас еще сильнее. Уже просто потому, что этот выстрел сделала именно она. Очевидно же, что он тоже успел к ней привыкнуть. Но это таки был ловкий ход, чтобы его вытащить. Слушай свое сердце, Джон. Ничего нет про машины с живыми органами. Я думаю, что знаю своего врага. Я смотрел ему в глаза. Оно уверено, что оно человек. Оно верит в то, что говорит. Если это так, то ребята сбросят бомбы на головы моего отца и других несчастных пленных, и я не знаю, как помочь им. Так и я верю, что он человек, Джон. Не грохайте Маркуса, дружите с ним, снимайте продолжение, пусть он будет на вашей стороне. Блин, люди иногда хуже машин. Хотя почему иногда? Очень, блядь, часто. Вот еще эта деталь очень хорошая. Смотри, он буквально спас ей жизнь, и она дотронулась до его эндоскелета, который нечеловеческий. Очень маленький быстрый фрагмент, но он здесь нужен для того, чтобы зритель в очередной раз понял. Ей правда жаль, что Маркус не человек.
Он так посмотрел на свою руку, ему, очевидно, тоже не нравится, что она железная. Вообще, их побег в целом очень классно отснят. Они прям на серьезных щах хотели их остановить любой ценой, очередь за очередью, мощные взрывы, короче говоря, несколько минут отличных спецэффектов. Блэр хватают по их задумке, а Маркус продолжил бежать. Внезапно на вертолет Коннора напали эти мелкие из воды. Экипаж помер весь, и вот незадача. Маркус спас Коннору жопу. Они в тебе видят своего! Хватит! Пистолет тут не поможет! Тебе в сердце еще не стреляли! Я-то точно попаду! Кайл Рис! У Скайнета! Туда дороги нет, а я проведу! Как? Посмотри на меня. Зачем ты так? Он человек, не машина. Ладно, я уже сам это понял. Как нога? Жить буду. Отпустить! Джон пытается уговорить этих тупых придурков пока не наступать, но они прекрасно оправдывают свое звание тупых придурков. У нас появилась возможность проникнуть в центр Скайнета и спасти пленных. Все отсрочки — верный путь к срыву операции. В Скайнете держат Кайла Риса. Выполним приказ! Умрем! Нам всем конец! Вы лишаетесь звания. Я вас отстраняю от командования, вы поняли? Но так как Коннор имеет безупречный институт репутации, он выступил по радио и убедил всех не вестись на приказы. Я не расслышал последние слова. Я тоже нет. Командование хочет, чтобы мы сражались как машины. Но мы не машины, а будем уподобляться им. Какой тогда смысл в победе? Командование прикажет вам ударить по Скайнету. Я прошу этого не делать. Дайте мне время, чтобы спасти наше будущее, за которое все мы сражаемся. Это Джон Коннор. Со своей же стороны он выдвинулся на спасение Кайла Риза и начал ловить мототерминатора, чтобы тот отвез его в контору к Скайнетам. А приманивает он его прекрасной песней. Это отсылочка на второго терминатора, когда Джон с его другом ехали на мотоцикле в галерею. Несравненный Guns N' Roses, та самая песня, просто шикарная отсылка. Маркус уже дошел своим ходом, охрана его не тронула, даже распознала как своего, что также в очередной раз огорчило героя. Ему удалось ломануть компьютер Скайнета и передать Джону информацию о местоположении Кайла Риза. Также немного решил наверстать упущенное и погуглил, что там было после его казни. По итогу отрубился. Ух ты, его обновили. Это значит, что он еще возможно побегает, думал я. В том-то виде его персонаж, мне казалось, долго бы не просуществовал, так что этот момент меня порадовал. Не просто так же они его обновили, но ближе к делу. С ним говорит сам Скайнет и рассказывает ему, что за хрень вообще происходит. Ты разработан для того, чтобы выполнить задачу, которая машине не под силу. Внедриться, обнаружить и привести к нам искомый объект. По итогу Маркус был использован для того, чтобы заманить Коннора к ним. Очень долгая многоходовочка, потому что именно Маркусу Джон в самом деле поверил. А вот это называется карма. Хотели грохнуть вообще всех, включая живых людей, и в итоге оказались наказаны вселенной. Скайнет отслеживал наш сигнал, мы сами навели их на подлодку. Коннор был заманен в ловушку. По тем координатам с местоположением Кайла Риза, который ему отправил Маркус, оказался не Кайл Риз. Там нас всех ждал сюрприз. «Да придет спаситель» — это единственный полнометражный терминатор, в котором Арнольда Шварценеггера нет. Но с помощью компьютерной графики создатели нацепили его лицо на другого бодибилдера, которого специально подобрали по той комплекции, которая была у Арнольда в те годы. Ну слушай, здесь, конечно, не все идеально, но суть в том, что у них в 2009 году это получилось сделать. Мы 15 лет назад офигели. Получается, что это можно любого актера, условно говоря, вот так засунуть в кино, даже без участия этого актера. Это ли не круто? И это в 2009 году, блин. А уже сегодня, спустя годы, эту технологию уже практически довели до идеала. Ладно, расскажу. Retroframing, or BARF. И вот они начали гаситься. Эту битву был рад видеть каждый поклонник вселенной Терминатора. Маркус тем временем, когда понял, что его подставили, охерел еще сильнее. Ведь он правда хотел помочь, он правда считал и считает себя человеком. Ну и как бы пошел помогать. В этой суете Джон наконец-то встречает своего батю, но знакомиться некогда, ибо тут термобилдер все еще ходит и своих уже даже ломает полностью, чтобы они ему не мешали. Мне нравится, как круто сделали вот эту горящую кожу, слезающую с эндоскелета. Очень классный спецэффект.
спецэффект. Вообще, сам бой с этой штукой сделали очень крутым и многоуровневым. Дальше вы в этом убедитесь. Джон с Ризом проваливаются вниз на производство терминаторов и обнаруживают ядерный топливный элемент, который является источником жизни для 800-х терминаторов. Ядерный. Хватит, чтобы все тут разнести. Тот, который демонстрировался нам в Терминаторе 3. Пожалуй, это единственная отсылка на тот фильм. В последующих фильмах все будут полностью игнорировать события третьего Терминатора и будут пытаться продолжить историю Кэмерона. Классное появление. Застал ребят врасплох. Кстати говоря, обращаю ваше внимание, что фильм отлично выдержан в мрачных тонах, и здесь нет ни одной гребаной шутеечки. Кроме той одной, о которой мы говорили чуть ранее, но это даже сложно назвать прям какой-то полноценной шуткой. Это совсем немного для зрителя разрядило обстановку. Потому что, твою мать, их не должно быть в этой вселенной. Терминатор никогда не был комедией. Кто-нибудь скажите это создателям 3-го, 5-го и 6-го фильма. Куда вы? Закончу с этим! Я вас одного не оставлю! Кто вы? Джон Коннор! В какой-то момент, если бы не пришел Маркус, все очень быстро бы закончилось не в нашу пользу. На самом деле, очень неплохо было бы иметь такого союзника на протяжении последующих сражений со Скайнетом. Но главное, не давать гасить себя в сердце, иначе... Пока Маркус отвлекал Шварценеггера, Джон сконструировал бомбу с детонатором из этой ядерной батареи, чтобы при отступлении все здесь разнести. Коннор, помоги! На помощь! Это я, Кайл, помоги! Ты смотри, что творит. Голос Кайла там у себя в железяках активировал. Старый прием, но, блин, всегда работает. Действительно очень длинный и разнообразный замес. Коннор уже даже раскаленным металлом его облил, но это только задержало его, конечно же. Так просто эту хрень не остановить. Вот этот момент очень нравится, шикарно снято. Ребят, еще раз, этот босс-файт очень крутой. Настолько крутой, что я бы даже выложил его сюда целиком, без этих нарезок поганых. Но я тут уже и так при монтаже нагрешил настолько, насколько я даже не знаю, как много апелляций мне придется опять писать Ютубу и правообладателям, чтобы они это видео сюда просто допустили. Если вы забыли, как оно выглядит, то просто включите его с момента, когда открывается камера с Терминатором, и до момента, когда они его таки одолели. Снято очень по-настоящему. Действительно очень многоуровневый, разнообразный и стильный бой, который длится больше 10 минут. Пока Арнольд приходит в себя, Джон реанимирует Маркуса подручными средствами, как бы понимая, что ему сейчас пиздец придет, если Маркус ему не поможет. И пиздец таки приходит. Коннор очень раненый, но еще живой, взрывает нахрен это адское место. Фильм приближается к своему плавному завершению. Идет он около 2 часов. Очень неплохой хронометр, кстати говоря. Девушка Коннора сообщает остальным, что тот скоро умрет. Перед смертью он дарит Кайлу куртку с повязкой сопротивления. Уже все готовы были попрощаться с Джоном, но происходит следующее. Забери, ведь у каждого может быть второй шанс. Маркус предложил сделать пересадку сердца. И вот что делать? Я вообще в ахуе. Я не хочу терять Маркуса, это охеренный персонаж, его играет охеренный Сэм Уортингтон. Я не хочу терять Джона, это Джон Коннор, которого играет сам Кристиан Бейл. Создатели фильма решили оставить только одного, и конечно же это Джон. Я не могу с этим спорить, потому что по сути он причина всего, что происходит в Терминаторе, начиная с самого первого фильма. Теперь уже все с Маркусом начали прощаться, и я в том числе. Блэр его даже поцеловала. Его поступок это очередное подтверждение для меня и для нас всех, что бы там Скайнет с ним не сделал, он остался человеком. И эта история просто обязана была получить продолжение. Кассовые сборы были недостаточно удовлетворительными, что очень странно, потому что кино довольно качественное для 2009 года во всех смыслах. Плюс там еще компания обанкротилась, что поставило крест на всех дальнейших идеях. А были эти идеи очень даже неплохими, судя по слухам. Помните Уильяма Вишера? Это соавтор первых 2 Терминаторов, а также книг по нему. Так вот, он даже успел накатать им черновые варианты сценариев для 2 полноценных продолжений. Там должно было быть и путешествие во времени, и даже Шварценеггер должен
должен был вернуться к своей роли, но играть не самого Терминатора, а еще человека. То есть человека, пока он был еще жив, человека, по чьему образу Скайнет эту внешность для Т-800 и запилила. Это должен был быть какой-то крутой вояка, который в итоге попал к Терминаторам в плен, где они мастерили лазутчиков. И это все также в главных ролях с Кристианом Бейлом, который бы играл Джона Коннора. Вот прикинь, просто в одном кино мы бы увидели и Бейла, и Шварценеггера. Мне понравилась работа сценаристов, режиссера, игра актеров. Я вижу, сколько трудов в это было вложено. Вижу, что сделано с любовью к делу и к этой вселенной. Ну и у них правда получилось заставить меня что-то почувствовать. Это, конечно, не уровень Джеймса Кэмерона, но тон задан очень достойно. Я однозначно плюсую за это кино и очень жаль, что мы не увидели продолжение. После выхода этого фильма и до выхода следующего на свет появилась всего одна игра Terminator Salvation в 2009 году. События разворачиваются между фильмами «Восстание машины» и «Да придет Спаситель». Играть нам нужно Джоном Коннором в Лос-Анджелесе 2016 года. В принципе, это стандартный шутер от третьего лица, и на моей памяти это была просто обычная, нормальная, ничем особо не выделяющаяся для тех лет игра. Просто игра, немного расширяющая лор Терминатора. К сожалению, Кристиан Бейл отказался подарить свой голос герою игры, а прошел я ее аж 2 раза, когда играл на ПК в одиночку, и 2-й раз на 3-м PlayStation в режиме сплитскрина с еще одним человеком. Кстати говоря, вдвоем было довольно весело. Если у вас есть с кем, поиграйте, не пожалеете. Еще раз повторюсь, на мой скромный взгляд, совершенно нормальная для тех лет игра. Комиксы все так же продолжали делать, их было не так много, как в 80-х или в 90-х, но все равно какое-то количество выходило. Среди них даже была еще одна коллаборация с Робокопом. Ну серьезно, по-моему, этим ребятам нужен совместный фильм. Но и тут появляется он, Генезис. Кино, которое нравится мне 50 на 50. Есть несколько довольно неплохих решений, есть несколько очень плохих, на мой взгляд, решений. Из таких, например, это полный провал подбора актеров. Сделать Кайлом Ризом Джая Кортни. Твою мать, вот для меня лично этот человек, этот актер, назовем его так, всегда будет человеком, который со своей внешкой не подходит вообще ни в одно кино. Я не знаю, как это объяснить, но он у меня какой-то предвестник провала картин, а началось это еще в 2013 году, когда он своим появлением в роли сына Джона Маклейна уничтожил фильм «Крепкий орешек 5. Хороший день, чтобы умереть». Хороший день, чтобы уничтожить франшизу, да, Джай Кортни? Джек! Отец? Я вижу, ты не новичок. Не провоцируй. Теперь ты в безопасности. В жопу безопасности. Он абсолютно неорганичен везде, где я его видел. Я не знаю, на какую роль он вообще мог бы в этой жизни подойти. Ребят, это вот мое очень субъективное мнение. Он мне в фильмах очень не нравится. Возможно, он прекрасный человек, но вот не воспринимаю я его. И когда я узнал, что он здесь будет еще и одним из главных героев, вы не представляете просто, как я был зол. Мою злость, конечно же, уравновешивал тот факт, что во франшизу вернулся Арнольд Шварценеггер на полноценную роль Т-800. Мне очень понравилось решение, что его решили не омолаживать графикой, а грамотно обусловить его возраст тем, что биологическая материя на терминаторах имеет свойство стареть. Если вы помните, во 2-м фильме говорилось, что батарея работает лет 100-120, но кожа будет терять в качестве, это вполне понятно. Круто, что они это использовали. По сценарию они здесь очень прям поддались фантазиям и экспериментам. Опять же, какие-то мне нравились, какие-то нет. Я не считаю это кино гениальным, я считаю его просто нормальным, поэтому я не вижу смысла по нему пробегаться. Мне понравилась идея, что они хотели продолжить историю Кэмерона, то есть игнорировать события 3-го и 4-го фильма. За 4-й пипец обидно, но окей. Давайте попробуем так. С этого фильма хотели начать новую трилогию и дополнить сериалом. Исполнительница роли Сары Коннор — это Эмилия Кларк, та самая Дейенерис Таргариен из «Игры престолов». Фишка в том, что Лена Хиди из этой же «Игры престолов» тоже играла Сару Коннор в сериале по Терминатору, о котором я упоминал ранее.
ожидания. Только вот в отличие от Эмилии Кларк, из Лины вышла офигенная Сара Коннор. И еще раз напомню, что сериал просто обязателен к просмотру, ибо в нем идеально все, и я намеренно не спойлерил и говорил как можно меньше информации, чтобы не ломать вам кайф. Если вы не посмотрите его, я вас убью. Роль Джона Коннора очень интересное решение. Вроде бы у Джейсона Кларка нормально получилось сыграть того Коннора, которого тут задумали создатели фильма, но меня убил тот факт, что они изначально хотели впихнуть на эту роль Тома Харди. Я люблю Тома Харди, но блин, какой из него Джон Коннор? Кайл, сука, Рис. Сыграть Кайла Риза предлагалось вот этому парню, вот этому парню, вот этому парню. В январе 2014 стало известно, что все трое ответили отказом. Следующими кандидатами стали вот этот парень, вот этот парень, вот этот парень. Как так вышло, что в итоге его сыграл Джей Кортни, я не ебу. Мне понравилась сюжетная арка вот этого копа, который сначала в прошлом пересекся с Кайлом Ризом, потом после перемещений во времени наших героев, уже постаревший, но не забывший те ужасы, которые с ним случились в 84-м, продолжил искать ответы на вопросы. Он не постарел с тех пор, как я видел его в 84-м. И она, ты помнишь меня? Джон Кей Симмонс шикарно с этой ролью справился. Арнольд, конечно же, тоже отлично все отработал. Что самое интересное, что критики ругали актерскую игру вообще всех, кроме Арнольда. Напротив, все были рады его возвращению. Оценки у фильма были хреновые, заработок на 2015 год себя не оправдал, хотя заработало кино почти 3 своих бюджета. Для сравнения, Терминатор 4 стоил 200 миллионов, а заработал 371. У Генезиса ситуация в плане дохода была получше, сценаристы оставили открытый конец. Вполне можно было продолжить. Но в итоге решили за это не браться, потому как общее мнение было таким, что это кино не справилось с тем, чтобы стать возрождением франшизы. Да вы нахрен издеваетесь, это уже второй раз у них не получается запустить запланированную трилогию. В итоге мы видим издевательство над любимыми персонажами и довольно своеобразные, а иногда и больные фантазии очередных фильмоделов, которые берутся за франшизу. И ты еще напал на Папса. У него имя? Привет, Кайл Рис. Рад познакомиться. Это я сейчас говорю о Генезисе и о следующем, уже последнем на текущий момент фильме «Темные судьбы». Но если Генезис мне понравился наполовину, то «Темные, мать их, судьбы» — это просто такое говнище, которое заслуживает не то, что разбор в отдельном видео, а отдельную медиафраншизу таких видеоразборов. Это фильм, в котором ужасно практически все. Идем, если хочешь жить. Опять же, в наши дни очень внимательно нужно смотреть, кто тебе эту фразу говорит, потому как иногда лучше не пойти, чем пойти. Запомни и не забывай. Ребят, ничего не имею против этих актеров, имею только лишь против того, каких персонажей и каким именно образом им пришлось их олицетворять по указке режиссера. Не каждый может сыграть каждого. У всех актеров, какими бы талантливыми они ни были, есть свой определенный типаж, свои повадки, характер, мимика, просто какие-то человеческие черты, свойственные только им. Для этого и проводят кастинги, где на одну роль могут прийти несколько обладателей Оскаров и пролететь, просто потому что ну вот не подходят они. Роль Сары очень важная роль. На мой взгляд, совершенно не того человека выбрали, но я очень люблю эту актрису в «Игре престолов». Кайл Рис. Господи, за что? Ну тут хоть убейте. Я лично не видел ни одной роли, где Джей Кортни смотрелся бы на своем месте. Может быть, где-то отдаленно это было в «Отряде самоубийц». И я не знаю ни одного фаната-поклонника этого актера. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, как он вам вообще. Нравится ли вам его актерская игра и не раздражает ли вас его присутствие в фильмах. Вы спарились? Но дальше хуже. Я очень долго думал, как назвать следующую главу о темных судьбах. В итоге придумал. А какого хрена? Что ж, давайте о нем поговорим. Но я предупреждаю сразу, что сейчас мной овладеет злость вселенских масштабов. Если вам это кино понравилось и вы хотели бы продолжение именно вот такого, то, конечно же, вам не понравится то, что я сейчас буду говорить. Вот продолжение Генезиса, хрен бы с ним, я бы посмотрел. Меня бы даже устроило, если бы это кино мне зашло также 50 на 50. Но темные судьбы, господи. Рассказываю только о своих впечатлениях. Они, конечно, не обязаны, но если где-то пересекаются с вашими, дайте обратную связь в комментариях, можем обсудить какие-то моменты там. Ну или же приходите ко мне на стримы, поотвечаю вам вживую. Общение с единомышленниками — это прекрасно. Фильм идет 1 час 58 минут, плюс финальные титры на 10 минут. Первое, что мне сразу бросилось в глаза, это сеттинг. Что такое сеттинг? Сеттинг — это среда, в которой происходят события, а также время, место, условия действия. Это Мехико, столица Мексики. Вообще, это очень для меня далекие по духу края, плюс нелюбимые мне испанские
язык. Имею полное право говорить, что он для меня нелюбимый, потому что я его учил. У меня образование менеджер в турбизнесе, второй иностранный язык после английского у меня был испанский. И на первом курсе я был даже лучшим в группе, плюс у меня до сих пор где-то завалялся самоучитель Гонсалеса Фернандеса. Но еще тогда я понял, что это вообще не моя тема, и мне было очень жаль потраченного времени на этот язык. Пожалуйста, они будто знали, куда меня уколоть. Это запхать действие фильма одной из моих любимых вселенных в Мехико, где все говорят по-испански. А ведь это такая мелочь на самом деле, когда фильм хороший. Ну мало ли, что я люблю видеть в фильмах другое окружение. Это субъективные и личные предпочтения, которые не играют ключевую роль в выборе фильма на вечер, но я бы даже внимания на это не обратил в хорошем фильме. А когда ты смотришь хрень полную, то в глаза бросается буквально все, включая эту нанодевку, которую прислали из будущего для защиты, и также сам Терминатор-злодей, которого играет мексикано-американский актер Гэбриэл Луна. Его улыбка — это просто пипец какой кринж. Когда он контактировал с людьми для поиска цели, он себя вел не как Терминатор с конкретной целью, а как какой-то вполне реальный себе человек с пассивной агрессией и истерической улыбкой, как у Джокера, с которой он будто бы ехидничал и издевался над людьми. Но типа поведение его было очень вызывающее, плюс иногда казалось, что он кайфует от процесса. Серьезно говорю, если бы у меня был личный топ 10 кринжовых улыбок, вот это точно занимало бы в нем лидирующие позиции. Это первый раз за всю серию, когда антагонист меня раздражал. Теперь это защитница. Ведет себя просто как тварь конченая. Каждую секунду выебывается. Одна из причин этих выебонов — это то, что она сильнее других людей. Ее в будущем прокачали некоторыми технологиями, но она все еще человек. Я и есть человек. Модифицированный. У меня суперскорость и сила, и ториевый микрореактор. И я вырву твои гланды, если будешь меня бесить. Вызывает ненависть и отвращение к себе. Выбор актрисы на эту роль крайне неудачен. Иди со мной, если хочешь прожить дольше 30 секунд. Не смей говорить эту фразу, ты достойна ее меньше всего. Идем далее. Типа главная героиня, Дани. Та, которую хочет заулыбать до смерти Гэбриэл Луна. Она скорее норм, чем не норм, но есть вопросы касательно развития ее персонажа. Ну типа, она была никем, всего боялась, а после того, как узнала, что в будущем она крутая, она внезапно начала себя вести как крутая. То есть ни с того, ни с сего. Она до этого меня бесила меньше всего, потом в итоге вот этим самым поведением она таки догнала остальных по уровню раздражительности. Знаю, вы напуганы, но я буду защищать вас. Почему нас? Из-за тебя. Ты моя миссия. Я? Но я ведь буквально вообще никто. Но да я хотя бы не... уже! Я не буду прятаться ни в какой шахте. Я выбираю бороться. Мы выберем место, найдем оружие и устроим там ему засаду. Засаду! И мы убьем этого гада. Вот так вот просто, с первого раза, да? Ну, новичкам везет. Ты спасла меня и воспитала, и научила не терять надежду. Ты превратила падальщиков в ополченцев, а ополченцев в армию. Мы, как феникс, восстали из пепла и вернули себе наш мир. Ты научила нас тому, что судьбы нет, кроме той, что мы сами себе выбираем. Господи, остановитесь, пожалуйста. Ты наше будущее, поэтому Легион за тобой охотится. И я считаю, что вкидывание вот этих вот фраз — это просто какое-то издевательство над зрителем. Даже не просто над зрителем, а над человеком, который рос на первых 2 легендарных фильмах. Нет судьбы. Нет судьбы, кроме той, что мы творим. Эти слова ей сказал мой отец. Но интересные и хорошие идеи я тоже буду озвучивать, правда их тут немного. Одна из них, новый Терминатор, это смесь жидкого металла, эндоскелета и каких-то наномашин. И здесь решили сделать крутую возможность жидкому металлу работать отдельно от эндоскелета. Ну здрасте, эпично появляется Сара Коннор, которую играет ни хрена себе сама Линда Гэмильтон. Как они уговорили ее сняться в этом говне, я вообще в потерях, вот честно. И к чему вот это вот? I'll be back. Что это за дичь? Зачем говорить культовую фразу Арнольда? Это же очередной кринж. Они что, не понимают, насколько тупо это выглядит? Вдобавок, глянь на ее лицо, когда она это говорит. Они еще и музыку эту сверху сюда накинули. Блять, классическая музыка Терминатора и фраза Арнольда не делает этот фильм Терминатором. Кто-нибудь передайте эту мысль авторам. Тем более, что фраза Арнольда, сказанная не Арнольдом. Успокоительное. Хотите? Нет, спасибо.
Я пьющий. И вообще, кстати говоря, какого черта я смотрю это кино уже 30 минут, но здесь до сих пор не появился Шварценеггер. Что самое интересное, вступительных титров в этом фильме нет вообще. Есть только название фильма, лучше бы и его убрали, дабы не позориться. По итогу, что мы имеем на 30-ю минуту? 3 крутые женщины, поправочка, одна из них станет крутой чуть позже, когда ей скажут, что она крутая, и явно больной на голову мексиканский терминатор Джокерович в исполнении Гебриэла Луны. Сара Коннор здесь явно утратила свой образ. Авторы такое чувство, что вообще не опирались на ее прошлое и не пытались выставлять ее серьезным персонажем. Я ваши задницы спасаю, а вы тырите мою тачку. Класс. Я храню телефон в пакете от чипсов. Фольга блокирует GPS-сигнал. Так меня не отследят. А кто вас ищет? Да, разыскивают в паре штатов. 50, если точнее. А зачем 10 пакетов? Только потому, что я очень люблю чипсы. О, флешбеки из будущего. Стоп. Твою мать, это же Вескер! Здесь по лору вселенной новое будущее. То есть то будущее, которое предотвратили во втором фильме, так и не наступило. Но наступило другое, якобы еще более жесткое, как рассказала вот эта женщина. Кстати, она постоянно необоснованно гонит на Сару. Просто ни с того ни с сего. Реально причин нет. Она просто ёбнутая. И я вырву твои гланды, если будешь меня бесить. Подвергнешь ее опасности. Или будешь мне мешать, я просто вышибу тебе мозги. Если ты Дева Мария, почему мне так хочется тебе врезать? Не смей больше собой рисковать! Он бы убил Сару, но это не важно! Сара ей рассказала, что ее сына убили у нее на глазах. Вообще никакого сочувствия. Скайнет послал нескольких терминаторов за Джоном. Один из них смог найти нас и выполнил приказ из будущего, которое не наступило. С тех пор я охочусь на терминаторов и напиваюсь до беспамятства. Такое резюме тебя устроит? Не устроит. Она, будучи, как она говорит, человеком, ведет себя как убийца по отношению к невиновным людям. Вот это трещина гипсокартона, сделанная головой человека, который просто пришел на работу. Держите ее! Это тоже трещина гипсокартона, сделанная головой уже другого человека, который просто пришел на работу. Где содержат новых заключенных? Мы называем их задержанными. Их содержат в Южном крыле Центра временного... Она больная, и такое не лечится. Не обращай внимания. И у нее один только аргумент. Но это не важно! Мы умрем все, если ты погибнешь! Да что за нахер? Фильм идет уже больше часа. Где Шварценеггер? Его что, на монтаже вырезали? Да не может быть. На 1 часе и 7 минутах появляется он. Позвольте мне разбить лед, чтобы он тронулся. Т-800, который грохнул Джона. Я уж думал, не дождусь. Вот теперь есть интересный момент. Терминатор рассказал свою историю, которая меня даже удовлетворила. Хрень! Убила Джона! Это правда? Да, но я не тот, кто ты думаешь. Вот этому персонажу авторы таки прописали нормальную, уживающуюся во вселенной арку, которая не вызывает омерзения. После выполнения основной задачи он просто стал машиной без задачи. И он нашел для себя цель, которая не заключалась в убийствах. То есть это уже не тот терминатор, который убил Джона. Милая семья. Она тоже терминатор? А это ваш роботизированный ребенок. Его зовут Матео. Его мать Алисию я встретил после убийства Джона. Чтоб даже не смел произносить его имя. И черт возьми, вот это именно то, с чего следовало это кино начать. Вот представьте, нам вначале показали, как он убивает Джона. Далее вставили бы короткий рассказ Сары о том, как она много лет получала смс-ки за Джона. Ехала на точку, сносила бошки киборгам, и в итоге ей в какой-то момент, спустя все эти годы, удалось отследить источник смс. Она приехала в этот дом, нашла его. Не просто будет объяснить это Алисии. В этот момент появилась бы какая-то новая угроза, пусть уже даже этот мексиканец Рев-9, и им пришлось бы объединить силы, чтобы его разгибать, и целый фильм мы бы наблюдали за тем, как Сара пытается с собой бороться, чтобы не прикончить нашего Терминатора, и в итоге в конце прощает его. И все это было бы да под музыку Брэда Фиделя. Хочу, чтобы ты знал, когда мы спасем Дани, все закончится. Я лично тебя убью.
Я понимаю. Потекли? Вот и я тоже потек. Но вместо этого мы получили больше часа хронометра за раздражающих, персонажей, причем очень раздражающих. В остатке же мы наблюдали некоторое количество достаточно неплохих кадров, если в них не показывали эту нанодевку. В фильме появился хоть какой-то намек на здравый смысл. Именно для меня фильм «Терминатор» начался сейчас, а не час назад. Ее муж избивал ее и пытался убить ребенка. Ей негде было укрыться. Забота о них дала цель в жизни, потому что без цели мы ничто. Воспитывая Матео, моего сына, я начал понимать, что отобрал у тебя. По завершению миссии я перестал получать приказы и 20 лет учился быть человеком. Они не знают? Нет. А ничего, что ты весишь 200 килограммов? У нас нет физической близости. Ты их любишь? Не так, как любят люди. Много лет я считал это преимуществом. Я ошибался. А по задумке авторов, персонажи Арнольда Шварценеггера и Линды Гэмильтон появляются здесь якобы для того, чтобы передать эстафету новому поколению героев и в последующих сиквелах по этой вселенной не появляться. Ну что я могу сказать, если у нас вот такие герои, то мы с вами в полной жопе, друзья. Я очень рад, что это дерьмо в итоге провалилось, так как этот мир еще не видел. И по кассовым сборам, и по оценкам поклонников, и по оценкам критиков, это даже хуже, чем Терминатор 3. Продолжения были отменены. А мне очень жаль, что зрители опять не получили то, что могли получить. Жаль, что Арнольд стал еще старше. Скоро совсем в кино появляться перестанет. Он, конечно же, железный. Спору с этим нет, но пределы есть даже у него. Я надежный, умею слушать и великолепно шучу. Из-за дебилизма авторов мы не получили достойное прощание с Арнольдом в этой роли. А Кэмерон в данной ситуации в моих глазах очень сильно провалился. К нему обратно перешли права. Все были этому очень рады, но он сам признался, что даже ни разу не был на съемках, ни одного дня, занят со своими аватарами. И в итоге вдобавок высказал мнение, что это Арнольд и Сара косвенно виноваты в том, что это кино никому не было интересно. Мол, новое поколение их не знает. Нет, он, конечно, не обвинял прям, а просто высказал мнение, что это причина. Ну, вообще естественно, что кто-то из молодых точно их не знает. А если и просто знает, ну типа слышали, что существуют такие люди, то они ничего не значат для них. А как же многомиллионная по всему миру армия тех, кто в 80-х и 90-х смотрел первые фильмы? Они уже все поумирали и не ходят в кино? Джеймс, мы все еще как живы и еще как ходим. Да, мы старые, но не бесполезные, еще нет. Отличное платежеспособное население планеты, которое ожидало хороший фильм. Ты же живой, ты же до сих пор работаешь, синих этих людей своих снимаешь. Ну, короче, я тебе бесконечно благодарен за первые два фильма, но, к сожалению, больше добавить нечего. Я так был рад, что эта херня провалилась, причем с треском. Суммарный бюджет этого фильма, производственный плюс маркетинговый, составил $296 миллионов, а заработала эта херня по всему миру всего лишь 261 миллион. Абсолютный провал и убытки. Один из самых коммерчески провальных фильмов 2019 года. Давайте просто забудем эту хрень, сделаем вид, что ничего не было. Ты еще и следил за мной. Если уж носишь телефон в пакете с чипсами, тогда и не вынимай его из пакета. Ну что ж, ребят, после того, что я вам вот сейчас рассказал, у меня не остается никакого другого выхода, кроме как поднять вам все-таки настроение, рассказав об игре Терминатор Resistance, что по-русски называется «Сопротивление». На сегодняшний день это один из лучших проектов по Терминатору. Заявляю со всей ответственностью. Начну сначала. Игра вышла в 2019 году. Уже не помню, насколько выход этой игры был громкий, но стоимость ее в Стиме была 1399 рублей, что уже говорило мне о том, что это не какая-то шутия, а как минимум с таким прайсом она может позиционировать себя как какой-нибудь AAA проект. Но я не спешил ее брать, я не был уверен в том, насколько она качественна. Спойлерить себе трейлерами, геймплеями, обзорами я не привык, поэтому решил, что обязательно ее куплю, когда прайс будет пониже, то есть либо он просто через пару лет снизится, либо будет скидос нормальный. Тем более, что я никогда не испытывал какого-то острого дефицита в играх, у меня нет особо времени в них играть, я это делаю исключительно на стримах, в свободное от основной работы, от других более важных дел время. Поэтому очередь из непройденного у меня до сих пор только пополняется, и скорее всего до конца жизни я все это не пройду. И пожалуй в случае с этой вот игрой, первый раз в жизни я пожалел, что не взял этот шедевр на старте продаж. Я уже, можно сказать, соскучился
насмотрелся на тот момент по нормальному контенту во вселенной Терминатора и уже настолько утратил веру в то, что что-то нормальное возможно. И Resistance просто стал глотком свежего воздуха. Проходил я ее на стримах, но напомню, что основное направление моего канала — это тематические видео на предметы, которые интересны лично мне. Так вот, по меркам не стримового канала у Терминатора были заметно неплохие просмотры, причем основное число зрителей смотрели уже в записи после завершения стримов. Ну а тем, кто был на самом процессе, на самих стримах, игра очень понравилась. Некоторые даже пошли в итоге ее сами проходить. И это неудивительно, потому что она понравится прежде всего каждому поклоннику Терминатора, именно первых двух фильмов, но и даже человеку, который что-то поверхностно знает об этой вселенной. Сделано все на высшем уровне. Разработчики ориентировались именно на первые два фильма Кэмерона. Совершенно правильно сделали, что проигнорировали весь остальной шлак. Напомню, что я не считаю шлаком сериал «Хроники Сары Коннор» и фильм «Да придет спаситель». Сериал, как по мне, вообще идеален, а вот фильм, несмотря на какие-то недостатки, вполне имел потенциал развиться до нормальной трилогии, как и должно было быть. Фильм мне понравился, и из всех вышедших после второго, лично для меня, он является менее выбивающимся из первоначальной концепции. То есть той концепции, по которой весь мир этого Терминатора и полюбил. Но об этом мы уже поговорили, вернемся к игре. Но вернемся аккуратно, потому что спойлерить я не буду, так как я настаиваю, чтобы вы в нее поиграли сами. Именно настаиваю, ребят. Я вам даю гарантию, что если вы сейчас смотрите это видео и дошли до этого места, то вам эта игра понравится 100%. Нам рассказывают о событиях в будущем. Мы берем на себя роль совершенно нового во вселенной лица, солдата Джейкоба Риверса из «Сопротивления» Джона Коннора. По сюжету это приквел первых двух фильмов. Все, что нам нужно знать. Это экшен с элементами РПГ. У вас есть довольно внушительные территории для исследований, сбора очень полезных ресурсов. Чем выше сложность вы выбираете, а я рекомендую проходить на экстриме, тем полезнее для вас будут эти ресурсы. Начать игру. Новая кампания. А вот они, наши уровни прекрасной сложности. Просто. Для новичков и тех, кто хочет просто играть в свое удовольствие. Враги слабые, ресурсов много. Но разве это о Терминаторе? Это не о Терминаторе. Обычный. Для игроков, которые хотят проверить себя на прочность. Враги не несут серьезной угрозы, а ресурсов и боеприпасов достаточно. Но это тоже не о Терминаторе. Сложно. Для игроков, которые готовы к жарким схваткам. Враги жесткие и бдительные. Мало ресурсов и боеприпасов. Вот это уже ближе к истине. Ну и, наконец, экстремально. Для настоящих профей, готовых бороться за выживание. Враги очень жесткие, меткие и бдительные. Почти нет ресурсов и боеприпасов. Дается меньше очков опыта. Да это ж просто описание моей жизни, можно сказать. Вот это да, вот это тот самый уровень сложности, на котором я прохожу эту жизнь и который мы с вами выбираем. Но нам должно быть сложно, ребят. Вспомните, они целый фильм не могут завалить одного жалкого Терминатора, а здесь их должно быть до хрена. Мы должны ощущать ту самую сложность, которую ощущают герои. В игре есть опыт, есть модификации, торговля и побочные миссии, что меня особенно порадовало. Много персонажей, с которыми можно и нужно общаться, а также громаднейшее количество приятных отсылок на фильмы Кэмерона. Встретиться с каждой из них это была как какая-то микрорадость. Сейчас покажу одну такую отсылку, кому интересно было бы это увидеть именно здесь, не проматывайте. А кто надумывает поиграть сам и вам не нужны вот такие сливы, то вот вам тайм-код сразу после отсылки. Я, ребят, сам очень не люблю спойлеры. Тело не совсем живое такое. Это боец сопротивления, другие должны быть где-то рядом. Они где-то рядом сидят без внутренностей. Может, они что-то спрятали у него внутри? Блять! Да ты посмотри, это же Роберт Патрик! И уши! Это точно Роберт Патрик, один в один. И 100 пудов я уверен, потому что прическа, сука, прям его. И уши. У него такие уши, немножко загнутые. Это Роберт Патрик! А я ведь мог на него не глянуть, я мог просто пойти дальше И вот такого добра здесь приличное количество. Также нам сюда завезли несколько различных концовок, которые меняются в зависимости от ваших решений на протяжении игры. Она длительная и исчерпывающая, но даже несмотря на это, уже аж в 2021 году, это спустя 2 года после выхода игры, нам подарили крутейшее сюжетное дополнение, которое просто нельзя игнорировать. Поддержка этой сингловой игры была очень достойной, потому как и в 2020
году выходил бесплатный апдейт с новым режимом, который тоже является сюжетным, но имеет некоторые особенности. Да ё-моё, Dark Horse даже комикс запилили и встроили в покупку. Комикс связан с игрой, поэтому обязателен к прочтению. Вот в самом деле не хочу сболтнуть и показать здесь что-то лишнее, потому что будет круто, если все именно важные элементы Резистанса вы увидите, когда включите ее сами. Разработчики этой игры доказали, что сделать хорошо никогда не поздно. Скажу честно, я бы очень хотел, чтобы они сделали какое-нибудь продолжение или что-нибудь подобное в этой же вселенной. У них офигенно получилось. Но пока что они выпустили только Робокопа, в которого я еще не поиграл, но планирую. Вот он, красавец. Какие зубы у него идеальные. Я желаю, чтобы у каждого были такие зубы, ребят. Патрули с Т-800, они не должны тебя засечь. Спасибо, что каждый раз ты говоришь, что они не должны меня засечь. Будет странно, если ты скажешь, там идут Т-800. Нормально. А терминаторы эти прошли сквозь огонь, насколько я понял. Ну, могут себе позволить, как говорится. Я вот не могу. Я кожаный ублюдок. Но это была не последняя игра, которая выходила. Ровно год назад, в 2023-м, вышла Terminator Dark Fate Defiance. И это стратегия. У вас в распоряжении есть отряды, нужно отражать нападения, управлять техникой. Простенький сюжет, совершенно ничего особенного. В Steam стоимость этой игры такая же, как у Terminator Resistance. Но, как по мне, она своих денег не стоит. Сделана без души, очень уж просто и банально. Еще и в мире Терминатора темные судьбы. Довольно странное решение сделать эту игру по мотивам самого провального в серии Терминатора. Действия разворачиваются в будущем, сражаться предстоит против того самого Легиона. И на данный момент существует анонс нового проекта Terminator Survivors. Эта штука обещает быть симулятором выживания от первого лица с открытым миром. События развернутся в 2009 году, спустя 4 года после ядерной войны, но до момента, когда Джон Коннор возглавил сопротивление. По сюжету искусственный интеллект Skynet обрел сознание и обрек миллиарды людей на гибель в сентябре 2005 года. Из того, что об этой игре известно, это то, что должен быть преследователь, один единственный Т-800, которого невозможно остановить. Таким и в таком количестве робота решили сделать по двум причинам. Во-первых, Skynet еще не успел наладить массовое производство машин-убийц, а во-вторых, разработчики стремились передать атмосферу первых двух фильмов, в которых героев преследовала неудержимая машина. Терминатор в игре создает атмосферу постоянной опасности и напряжения. Помимо этого, нам обещают глубокую оригинальную историю с побочными сюжетными линиями, квестами и знаковыми персонажами из франшизы. Но выйти в ранний доступ она должна 24 октября этого года. Существует только небольшой анонсный трейлер, с геймплеем пока ничего не было. Даже не знаю, что и думать насчет этого, но так или иначе мы на нее посмотрим. Ну вот как-то так, друзья, по играм больше нет новостей. Обновление. Релиз этой игры перенесли на 2025 год. Ох, знали бы вы, какая это уже по счету правка. Ну да ладно. Несколько лет назад мелькнула информация о том, что для Netflix готовится аниме-сериал по Терминатору. Новость мелькнула и все, инфы больше никакой не было. Буквально 0 упоминаний, уже даже начали думать, что отменили проект. Но нет, буквально пару месяцев назад появились и скрины, и трейлер, и дата выхода, которая не заставила себя долго ждать. Аниме вышло 29 августа, из-за чего я даже отсрочил выход второй части данного разбора, чтобы на 40 лет франшизе он оказался максимально полным и актуальным. Случилась, конечно, потеря потерь. Сериал весь слили в сеть в ужасном качестве недели за 4 до официального релиза, чем многие и воспользовались. Ну а я таки дождался официального релиза, посмотрел в нормальном качестве и что хочу сказать. Сейчас будет блог со спойлерами, если вы еще сами не посмотрели, промотайте, тайм-коды в описании. Так вот, Терминатор Zero. Я от него многого не ждал, я его просто ждал как очередное что-нибудь по Терминатору. Сериал я настоятельно рекомендую смотреть залпом, как это делал я. Не нужно цедить по одной серии в день, они в среднем по 25 минут и всего их 8. Относитесь к Zero как к полноценному фильму с хронометром на 2 часа. Мне понравилось. Я давно не смотрел аниме, вообще никаких, но теперь даже возникло желание посмотреть еще что-то такое кроваво-мясистое. Да-да, это именно тот жанр, где есть жестокость и элементы джей-хоррора. Мрачности дофига и больше, что практически постоянно подчеркивает саундтрек, особенно в самой первой серии, где в принципе ничего такого еще не успело начать происходить. Все было такое медленное, повествовательное, и музыка перетягивала на себя одеяло. А вот дальше началось то, что я всегда хочу видеть в проектах по Терминатору. Это то, как Железный чуть ли не мизинцем разматывает людишек на запчасти и явно находит у них лишние детали, потому что может себе позволить. Его здесь сделали почти таким, как в первой части. Он почти не говорит, к счастью или к сожалению, ведь эти несколько фраз за весь фильм в английском дубляже озвучивал Тимоти Олифант. Я бы с удовольствием посмотрел и в английском
английской озвучке. Сериал задает очень правильные и актуальные вопросы и в очередной раз будто пытается тщетно достучаться до человечества. Меня удовлетворяет этот посыл, потому что я бы вообще и в открытую, и 25-м кадром всюду его вшивал, а именно... Ничего не получится, верно? Я про людей. В вашей природе заложено убивать. Плохо дело, а? Люди как вид самостоятельно себя истребляют за ресурсы, территории, деньги или просто чтобы самоутвердиться. Просто занимаются самоубийством своего вида. Это дебилизм и маразм. И прежде всего это нелогично. Так вот, любой интеллект, будь то человеческий или искусственно созданный, по-любому рано или поздно логически придет к тому, что люди занимаются хуйней. Придет к тому, что люди представляют опасность и для этой планеты, и для самих себя прежде всего. И ничего логичнее, чем расхреначить их всех, просто нет. Потому что сотни лет в той или иной степени происходит одно и то же. Я серьезно, и в чем Скайнет не прав? Ну типа, пользуется своим точно таким же правом сильного, как и те, кто обожает у нас вступать в военные конфликты по всему миру. Только Скайнет будто бы видит свою цель благой, а главное логичной – уничтожить вредителей, которые вредят всему вокруг. Но у этой монеты две стороны, как всегда, потому что есть и нормальные люди, которые не хотят никому вредить, но все равно также попадают под раздачу от искусственного интеллекта, только потому, что является частью своего вида. Реально сложно, бессмысленно и бесконечно об этом можно говорить, но говорить все же нужно. Вот и сериал нам об этом напомнил. Меня очень порадовали отсылки, особенно вот это. А здесь безопасно? Место безопаснее, чем это, не существует. Нам не хватит сил. Здесь вы в полной безопасности. В здании 30 полицейских. Уже 29. 28. Здесь ни хрена не безопасно. Проваливайте отсюда. А как вам вот это? Шлем как у Т-1000. Еще хирургическое вмешательство в руку. Затронули также тему о перемещении во времени, мол, ни черта невозможно изменить, просто новая ветка создается, а старая не меняется. Якобы даже сам Скайнет это не учитывает и отправляет то и дело в прошлое своих киллеров, в надежде что-то изменить, но не выходит ничего, кроме создания новых веток. Я тут вам, конечно, весь сюжет и повороты сливать не собираюсь, смотрите сами, я поделился именно тем, что лично в этом сериале оценил. Картинка отличная. Персонажи нормальные, меня ни один не раздражал. Терминатор нарисован тоже отлично, но вот картинок и видео вставок я тут прилично напоказывал, поэтому заранее предупредил изначально, чтобы пропускали сегмент о Zero, если собрались сами смотреть и вам не нужны сливы. Ну и плюсом себе я сейчас создал дополнительных проблем, потому что теперь придется еще и от Netflix авторские права выслушивать и что-то корректировать. Надеюсь, не сильно. И на сегодняшний день это был последний релиз, посвященный Терминатору. Ну а что касается фильмов, то здесь все капитально заглохло. Ни одного слуха, ни одного намека на дальнейшее развитие киновселенной. Лично мне известно только то, что Арнольд сказал, что из Терминатора он уже ушел окончательно. Но в свои 77 лет мужик вполне может отдохнуть. Он уже достаточно сделал, да и ничего путного из последних фильмов, к сожалению, не вышло. Какой я бы хотел вариант развития событий для вселенной? Вариантов несколько, и надеюсь, что хотя бы один из них мы получим. Первый – самый простой. С уходом Арнольда и его естественным старением надо все перезапускать нахрен, это уже будет совсем другой Терминатор, сделать уже так, чтобы не было никаких привязок к тому, что делал Кэмерон, новая идея, новая завязка, новые твисты, новые персонажи. Словом, полный перезапуск. Второй вариант. Либо же по-прежнему можно ориентироваться на вселенную первых двух фильмов Кэмерона. Но только вот многие пытались это делать, но нормально получилось только у игры Resistance и у сериала. То есть это вполне возможно без Арнольда сделать что-то по-настоящему достойное, но при условии, что у авторов руки торчат откуда надо, а головы способны выдавать хорошие идеи. Третий вариант. У нас как бы технологии развиты уже до некоторых даже пугающих нюансов, и уже ни для кого не составляет сложности и омолодить Шварценеггера и сделать так, чтобы его голосом разговаривал не только его персонаж, но и вообще любая персона на экране, что уже и на неотличимой от реальности графике сделано. И это будет совсем не проблемой сделать что-то еще с участием внешности Арнольда, но без самого Арнольда. Необходимо только, чтобы он дал свое разрешение на все эти процедуры.
Конечно, я же Терминатор. Помноженный на вечность. Ради искусства, ради того, чтобы сделать что-то хорошее, достойное, чтобы персонаж таким, каким мы его любим, и данная вселенная жили и уживались под толковым руководством кого-то другого. Потому что Кэмерон конкретно упоролся по аватарам. Я вообще не понимаю, нахрена он это делает. Фильмы могут похвастаться только графикой и хорошим 3D. Это то, в чем и он, и его команда определенно преуспели. Он уже доказал это нам и в 84 году, и в 91-м. Ну а ничего другого, кроме отличной графики, в этих аватарах просто нет. Второй так вообще процентов на 70 по сюжету повторяет первый, я его еле досмотрел. Таких в итоге выйдут еще несколько, а Кэмерону уже 69. Я лично от него уже вообще ничего не жду, потому что по последнему Терминатору, который вышел, я для себя такой вывод сделал, что ему уже просто неинтересно, и как он сам заявлял, что ни разу за все время не посетил съемочную площадку. С таким отношением я не хочу, чтобы он снова за это брался. К нему вернулись права на съемки, да, он не был режиссером, а только продюсером, да, но твою мать, ни разу не припхаться, не посмотреть, что и как они там хуевертят с твоим, сука, Терминатором, с тем, что ты в 80-х сам собственной персоной родил на этот свет. Это лично мне о многом говорит. Так он еще ж и выдал такую мысль, что в провале последнего Терминатора косвенно виноваты Арнольд и Гэмильтон, но исключительно в том смысле, что молодой аудитории, которые не являются фанатами первых фильмов, не было интереса смотреть на этих стариков. Что-то в этом роде. Я об этом прежде уже упоминал. Опять же, ребят, информация найдена на просторах интернета. Смотрел исключительно там, где были ссылки на оригинальные источники, но верить этим словам или нет, решайте сами. С одной стороны, это имеет смысл, потому что молодняк возраста 13-20 лет вообще могут понятия не иметь, что такое Арнольд Шварценеггер и Терминатор. У меня есть личные примеры, мне 33 года, но я работаю с людьми разного возраста, и очень много 20-летних ребят не смотрели ни одного Терминатора. Некоторые из них просто слышали, что вот да, существует такой фильм или такие фильмы, но они понятия не имеют, что там внутри. Разумеется, если они пойдут на разрекламленную новинку, они ничего не поймут, не оценят и все в этом духе. С другой стороны, ну в «Темных судьбах» не только же Арнольд и Линда, там еще есть два молодых женских персонажа, достойные спецэффекты, какая-никакая жестокость, навороченный по последнему слову техники враг, юморески эти хреновые, которые все у фильмов Марвел подцепили. Арнольд вообще появился только во второй половине фильма, от чего лично у меня знатно так бомбануло. По сути, у него там даже не главная роль, можно назвать это просто длинным камео. И я бы не был уверен на 100%, что кино провалилось именно из-за наших стариков из 80-х и 90-х. Четвертый вариант, наткнулся я на одну статью, которая сравнительно свежая, но что-то как-то странная информация, которая противоречит каким-то уже известным фактам. В ней говорится, что Кэмерон таки пишет сценарий к новому Терминатору, но делает это без особого приоритета. И говорит, что хочет снова вернуть и Арнольда, и Линду, но Арнольд же уже сказал, что не хочет возвращаться к Термику. Но мы же помним, да, что Шварценеггер и Кэмерон приходятся друг другу друзьями. Может, он его как-то уговорит, хрен его знает. Линда также любит работать с Джеймсом. Одна из причин, почему она отказалась от третьего Терминатора, это то, что все в этом фильме было без участия Кэмерона. Теперь вспоминаем о возрасте актеров и опять же держим в голове прелесть современных технологий. В принципе, такой вариант развития событий тоже реален. Но подход Кэмерона меня все еще смущает. Если верить статьям, то он где-то на коленке работает иногда над сценарием, потому что все свое время сейчас он отдает аватарам. Печально было наблюдать за 3 попытками сделать новую трилогию, а в итоге получить шиш. Потому что Терминатора я люблю. И если вы смотрите это видео, то скорее всего вы тоже его любите. Кстати говоря, спасибо огромное, что досмотрели до сейчас. Интересно, сколько вас? Давайте договоримся, если досмотрели до этого момента, напишите в комментариях вашу любимую фразу, сказанную Арнольдом в роли Терминатора. Из любой части фильма. У меня их много, но самая любимая, наверное, вот это. I know now why you cry, but it's something I can never do. Еще раз спасибо большое, что провели в компании моего голоса все это время. Надеюсь, вы неплохо перекусили, возможно, даже перекусили несколько раз. Ну, а я же прощаюсь с вами. До встречи в новых видео и на моих стримах. Всего вам доброго.
Всем, кстати говоря, спасибо за участие во флешмобах под прошлым видео, за обратную связь. Благодарю всех, кто поддержал через Donation Alerts. Вот ники этих ребят, а остальные это анонимы. Друзья, не будьте анонимами, пожалуйста, подписывайтесь. Пару нюансов касательно первой части разбора. Вот многие уверены, что в этом фрагменте Жидкий убил копа своим лезвием. Ну, проткнул, как он в фильме много кого проткнул. Именно такой способ убийства. Но мне кажется, что он его просто жахнул с кулака. А лезвия свои вот в этот раз не использовал. Озвучиваю свои мысли вслух просто потому, что очень много ребят этот момент обозначили в комментариях. Смотрите, после убийства Тодда, когда мы в первый раз увидели вот эту хреновину, торчащую у него из руки, у меня сложилось впечатление, что и Т-1000 увидел эту хреновину в первый раз. Обратите внимание, как он ее разглядывает, изучает, анализирует. Разглядывал бы он ее вот так, если бы до этого момента хоть где-то использовал такой вариант убийства? Очень вряд ли. Это как новая приобретенная вещь. Мы ее покупаем, распаковываем один лишь раз при первом знакомстве, детально изучим и больше вот так пялиться на нее не будем. Отсюда и вывод, что и для Т-1000 это был только что новый разблокированный навык. Насчет телефонных справочников. Вы знаете, я решил детальней копнуть, узнал, что в США, оказывается, они существуют до сих пор. И это пиздец полный. Одна половина книги это желтые страницы с организациями, а вторая половина это простые граждане с адресами и телефонами. Если честно, я не ожидал, что в мире, где сейчас все борются за защиту персональных данных, особенно те же США, компания Apple и так далее, до сих пор где-то в открытых доступах существует подобный список адресов. У нас таких сейчас нет, но, по крайней мере, информацию я не нашел. И это отлично, потому что дураки и раньше были, а сейчас их еще больше. Еще один момент был, где я совершил ошибку. Я сказал, что первый раз кадры с обыском комнаты Джона были показаны в 2017-м в отреставрированной версии Терминатора 2. Но это оказался булщит. Дело в том, что у этого фильма существует вот уже 4 релиза. Первый это театральный, максимально урезанный. Вторая версия режиссерская, которую многие из нас видели. Третья это специальная расширенная версия. Да-да, именно так она и называется. Ну и последняя это уже та самая 2017 года. А кадры эти появились именно в специальной расширенной, которая вышла в 2009 году. Именно мне она не попадалась вообще никогда. И кадры с обыском комнаты Джона я застал только в 2017 году в кинотеатре в отреставрированной версии. Так что вот, эти кадры уже существовали и раньше. Что еще хотел сказать? Да, ребят, по вашим многочисленным, реально многочисленным советам и рекомендациям я посмотрел 2 фильма с Эдвардом Ферлангом. Это «Кладбище домашних животных» и «Американская история X». Учитывая то, что всю свою жизнь я видел Эдварда Ферланга только во втором «Терминаторе», и сейчас я увидел его где-то еще, это было пипец как необычно, испытал очень интересное ощущение, но и плюсом парень очень талантливый. Я реально кайфанул. «Кладбище домашних животных», кстати, он снимался именно во второй части этой серии. Первая, по-моему, 89-го года, вот, а вторая 92-го. То есть фильм вышел, через год после выхода «Терминатора». Он там максимально похож на себя. Вот ровно такая же прическа. Прям Джон Коннор в фильме ужасов. Класс. Офигенный фильм. Он там офигенно сыграл. Я кайфанул. Спасибо, ребят, огромное. Но и «Американская история X» это прям... Даже ничего говорить не хочу. Просто посмотрите, вы охренеете. Если вы этот фильм пропустили тоже, как я, по каким-то причинам. В главных ролях там Эдвард Нортон, ну и Эдвард Ферланг. Фильм идет около 2 часов. Очень классная история, актуальная для тех лет, когда вот фильм выходил. Просто надо, да, ребят, это... Я даже не знаю, классика это или не классика, но просто мы с ребятами в комментариях вам рекомендуем это посмотреть. Еще раз всем огромное спасибо за ваше внимание, за вашу поддержку. Увидимся в новых видео, на стримах, ну или где-нибудь еще на просторах интернета. Всего доброго.